Добрый день, друзья! Это свершилось! Вышел новый выпуск программки. Добро пожаловать в волшебный мир контртеноров! С вами Кари, а в программке сегодня Дэвид Хансен. Хансен, конечно, правильнее было бы сказать Хэнсон, но в России прижился вариант Хансен, так мы его и будем называть. Начнем сначала. Дэвид родился 6 октября 1981 года в городе Сидней в Австралии. Сейчас он кардинально сменил климат и базируется в холодной Норвегии. Мама Дэвида пианистка, так что музыка – его стихия с детства. Он посещал соборную школу Святого Андрея, а потом получил грант на образование в престижной сиднейской школе Ньюингтон колледж. Там он пел в хоре и в ансамблях, играл на фортепиано, органе, скрипке, альте, в общем, получал всестороннее музыкальное образование, но еще не думал, что будет профессионально петь контртенором. Кстати, с контртенором тоже интересная история. Дэвиду было привычно слышать в хоре мужские альты, поэтому, когда ему сказали «У тебя контртенор», он сказал «У меня что?». С обнаруженным контртенором Дэвид поступил в Сиднейскую консерваторию. Его преподавателем стал контртенор Эндрю Далтон. Кстати, тогда никто не предполагал в Дэвиде сопраниста. Он занимался как классический альт. Завершив образование, Дэвид решил пройти несколько прослушиваний в Европе. Его европейский дебют состоялся в опере «Дидона и Эней» на фестивале в Экс-ан-Провансе. Отец Дэвида – врач, и он намекал сыну, что еще не поздно все изменить и тоже пойти в медицину. Но после одного из прослушиваний к Дэвиду подошел очень милый кудрявый дядечка, знаменитый британский дирижер Саймон Рэттл, который не только дал Дэвиду работу, но и убедил его этим, что его призвание все-таки музыка. Первые 6 лет своей карьеры Дэвид Хансен выступал как альт, и только когда впервые учил роль Нерона в опере «Коронация Попеи», обнаружил, что ему удобно петь выше, и что, возможно, именно на этом стоит специализироваться. Правда, менеджер был поначалу не в восторге от этой идеи, потому что более высокие партии, написанные для кастратов-сопранистов,
принято поручать женщинам, так можно и без работы остаться. Но Дэвид конкуренции с женщинами не побоялся. Он вообще за равноправие в этом вопросе. Неважно, мужчина или женщина, у кого лучше получается, тот и должен петь. Вот так Дэвид и стал первым контртенором, кому поручили крайне сложную роль Аттона в опере Вивальди «Гризельда». В 2013 году Дэвид выпустил свой дебютный сольный альбом с редкими и сложными ариями из репертуара знаменитых кастратов. Название так и переводится «Соперники. Арии для Фаринелли и компании». Кстати, о Фаринелли. Оперу его брата Риккардо Броски Дэвид как-то нашел в библиотеке и предложил дирижеру Алессандро Де Марки поставить ее, на что тот и согласился. Так в 2019 году появилась «Миропа». Абсолютно уникальная постановка. И не только из-за редкой музыки. Тут костюмы, декорации, даже движения артистов, потому что режиссер является специалистом по старинным танцам. В составе 3 контртенора, включая Дэвида Хансена, знаменитая меццо-сопрано Вивика Жино. В опере были сокращения, но, несмотря на это, она длилась 5,5 часов. Казалось бы, телеканалы Меццо, Арте и Культура должны были передраться за лучшие ракурсы. Но, как это часто бывает, все, что нам досталось, это. Обидно на самом деле. Надеяться можно разве что на то, что это было не так давно, в 2019 году, поэтому, возможно, запись еще просто не выпустили, но все-таки хочется надеяться на лучшее. Ну а пока спасибо за то, что есть, это все-таки гораздо лучше, чем ничего. Дэвид принял участие в огромном количестве постановок и концертов по всему миру. Бывал он и у нас, в Москве, в КЗЧ с концертами, и в Большом театре в роли Руджера из оперы Альцина Генделя. Кстати, в том сезоне в 2017 и 2018 году Дэвид принял участие аж в 3 разных постановках Альцины.
Он пел Руджера у нас в Большом театре, в Германии, в Карлсруэ и в Австрии, в Вене. Он переезжал туда-сюда между тремя альцинами, чередовал их и не уставал находить в роли что-то новое. В репертуаре Дэвида есть партия Нерона из оперы «Коронация Попеи» Монтеверди, но также он поет Нерона в опере «Агриппина» Генделя. Да, реалии барочных опер, на всех одно либретто. Представлять публику обнаженной – старый психологический прием для артистов. А вот публике ничего представлять не придется. Современные режиссеры, до кого дотянутся, всех разденут. И Хансена они любят раздевать особенно. Так что поклонники уже постоянно шутят на тему, что его концертный костюм – это его отсутствие. Спасибо за внимание, до новых встреч. И на прощание, в качестве шутки, альтернативная версия биографии Дэвида Хансена. Недавно один крайне надежный источник информации, то есть телевизор, сказал, что Австралия не существует. На ее месте, по мнению телевизора, находится огромная воронка в параллельный мир, из которой к нам и лезут все эти странные существа вроде утконосов и кенгуру. Я считаю, это все объясняет. Дэвид Ханс никогда нигде ничему не учился. Таким он и появился на свет из пены морской.